Неужели полвека прошло? Думал Андрей, глядя на сделанную им фотографию американского флага на фоне лунной равнины. И тут он вдруг вспомнил, что на нем надета красная футболка, изображающая советский флаг. Он сделал ее еще тогда, когда власти Московии постановили всем советским нашить на одежду красные звездочки. Вид советского флага злил блюстителей порядка, но Андрей в таких случаях всегда говорил им: «Вы требовали, чтобы была красная звездочка? Вот она, в левом верхнем углу. Ну и что под ней еще серп и молот? В постановлении не сказано, что этого нельзя». И блюстители порядка, скрипя зубами и нещадно ругаясь, были вынуждены его отпускать. Андрей разыскал в жилом модуле ножницы, снял с себя майку, выкроил из нее советский флаг и закрепил его на древке, для которого пришлось сломать ножку у столика. Еще в 90-х годах, сразу после распада Советского Союза, Андрей пытался добиться, чтобы красный флаг с серпом и молотом оставили в качестве одного из официальных флагов России. Тем более, что Россия была признана международным сообществом в качестве государства-продолжателя СССР и, следовательно, имела права на его символику. На это ему отвечали, что это невозможно, поскольку флаг этот якобы коммунистический. Правители отреклись от этого флага, что, возможно, было для него к лучшему, ибо теперь он стал флагом не государства, а народа, национальным советским флагом. «Ну что в нем такого коммунистического?» – подумал Андрей, разглядывая флаг. «Красное поле. Красный цвет еще со средних веков был геральдическим цветом Москвы. Серп и молот – символы труда. Все богатства на свете создаются трудом. Разве может кто-нибудь с этим поспорить?» Однако оставалась еще красная звездочка. Что же, черт возьми, она обозначает? Андрей еще ни разу не слышал вразумительного объяснения смысла этой самой звездочки. В ней было нечто совершенно загадочное, и поневоле верилось в то, что эта звездочка была тайным каббалистическим знаком, подброшенным масонами для того, чтобы обеспечить империи зла заступничество темных сверхъестественных сил. Тьфу ты, глупость какая в голову лезет! Но что же все-таки она обозначает?